Знаете ли вы, что появление витража датируется V-VII веком нашей эры? Изначально витраж служил украшением католических храмов и создавал атмосферу эмоциональную, душевную. Сегодня мы очень часто видим витраж в жилом пространстве. И, кстати, сегодня вместе с Альмирой Галиевой будем говорить о квартире, где сразу нас встречает витражное полотно. Довольно часто я его применяю в своих проектах. Мне он тоже очень нравится моим заказчикам. Это такая визитная карточка, приглашение в следующие комнаты. Сделано в очень простой, в принципе, технике, подобран красивый рисунок, который я увидела ранее, и мы с хозяйкой решили, что он здесь будет у нас существовать. И давайте немножечко подробнее тогда о самой прихожей. Здесь предусмотрели мы большой гардероб, который состоит из нескольких шкафов, которые захотела сама хозяйка отделить гардеробную, не как всегда мы видим открытые полочки. Потому что я, когда вошла, мне показалось, что это обычный платяной шкаф, всегда присутствующий в зоне. Но здесь у нас полноценная комната. Я могу говоря, зайти. 7,5 квадратных метров мы выделили ей. Семья не очень большая, но вещей много, как всегда. И чтобы комнаты не были захламлены ничем, мы решили отдельную комнату создать, сделали небольшую перепланировку и добились того, что у нас получилась комната 7,5 квадратов. К слову о перепланировке, мы говорим, что мы находимся, это новостройка, и поэтому, собственно, кроить пространство здесь была возможность. В принципе, эта возможность была, но не так уж ее и много было, потому что здесь очень много несущих стен, которые мы не имеем права трогать. Несущие стены, а это значит ригеля. Давайте покажем, как вы прекрасно его обыграли. Здесь несущие ригели, они довольно большие. Здесь 52 сантиметра, здесь 37 сантиметров, немножко нестандартные. И чтобы вот этими ригелями мы не задавили взгляд при входе, я приняла решение, что я сделаю какие-то отвлекающие детали, которые потом займут место. Разные сувенирчики можно поставить, те же ключи от машины и прочие сотовые телефоны. И они очень тоненькие, они 25 сантиметров, и они вот так у нас немножко скрасили наш ригель. Собственно, мы убрали ригель от взгляда. Они визуально, Они работают, визуально, но и при этом они достаточно функциональные и интересные. Мы должны сказать, что хозяева еще не переехали, поэтому деталями квартира будет обрастать. Это я к тому, что вот полочки у нас сейчас пустые. Мы изначально обозначили, что дом ригельный, и при этом мы должны отметить, что неся, конечно, безусловно, безопасность, это прежде всего жесткость конструкции основная. При создании дизайна они, конечно, мешают. И каждый из профессионалов, как может, обыгрывает. Вот в данном случае Альмира, на мой взгляд, вообще нетрадиционно подошла вот к этому вопросу. Так как у нас ригель имеет 57 сантиметров от потолка, то есть довольно большую высоту, при 2,72 общей высоте, то есть это большая конструкция основная дома, тоже мы от него никак не могли отойти. И я приняла решение, что мы здесь делаем какой-то, нужен был конструктивный элемент, который бы нес какую-то не только смысловую нагрузку, но и, так как дизайнеры всегда совмещают приятно с полезным, мы решили, что здесь будет шкаф. Так как у хозяйки не хватало шкафа, и в ее комнате тоже нет шкафа платяного, мы решили, что это будет шкаф, и он поместился ровно посередине простенка, которая разделяет, собственно, две комнаты. Слева и справа у нас две комнаты, вход в спальню хозяйки и в спальню сына. Прежде чем мы покажем все-таки изюминку именно вот данной конструкции, мы должны сказать о красоте витража. Мы не случайно начали вот именно с истории витражного украшения. Посмотрите, насколько оживляется интерьер благодаря тому, что мы вносим вот такие декоративные элементы. Вот так эта конструкция выглядит внутри. На самом деле она имеет тоже большой размер, у него 1,5 метра на 1,30 м. И здесь это мы разместили полноценный второй шкаф. Использовали все полочки, как используют обычно в гардеробных комнатах, металлические, легковесные, потому что я считала, что здесь нужно именно такие, потому что конструкция сама интересная, но тяжеловесными полками, я думаю, что нельзя было задерживать. И наверху у нас такая есть панель из ПВХ мы сделали для того, чтобы вещи здесь проветривались. У меня вопрос. Здесь на одном пространстве у нас собрано сразу 4 цвета. Базовый цвет белый, это он у нас по всему интерьеру. В оформлении шкафа у нас плотный синий. Густой синий. Сразу в противовес ему идет здесь насыщенно черный, и эта дверь белая. Вот объясните мне это. Продиктовал стиль вот это панно с ветками, то есть она уже не дает определенную какую-то стандарт, скажем так. Сама эта ветка и само это панно, оно нам разрешает сделать несколько миксованных таких, скажем, деталей, которые будут выигрышно смотреться. То есть я считаю, что совершенно не обязательно на одном пространстве делать одинаковые те же двери.
А главное соблюсти все-таки баланс Да, в и результате, цветовую чтобы это всё гамму, хорошо которая смотрелось. заявлена. Это совет от профессионала, потому что все мы стремимся что-то сделать вот одинаковое, да, и стандартное. Можно выйти из стандартов, и вот вы видите, как это выглядит. Давайте распахнем и войдем в гостиную. Мы заходим в зону гостиной. Мы решили ее разделить на несколько зон, скажем так. Диванная зона ТВ с сервантиками, с комодами, которые нужны нам для посуды и прочей утвари, которые всегда у нас в квартирах в избытке. Витрины, да, они сейчас актуальны, популярны и, безусловно, в современном оформлении становятся украшением интерьера. Мне нравится то, что, несмотря на сложность цветовых сочетаний, у нас достаточно такой минимализм, я имею в виду в мебельном оформлении. Все продумано, все функционально и пространство не перегружено. Я к чему? К тому, что здесь у нас есть диван. Все-таки мне бы хотелось обратить внимание на цвет. Подобранный цвет очень мне импонирует. Плотный, насыщенный, практичный, дорогой. Вот тут вот много всяких эпитетов, которые действительно, да, показывают о том, что диван потрясающий. Да, это так. И рядом у нас такое же кресло. Модель, скажем так, 50-х, 60-х годов. Но так как это сейчас опять очень остро модно, мы можем позволить поставить в любой интерьер такое кресло. Его часто применяют дизайнеры. И, кстати, мы могли вот сюда, вот именно это кресло, да, мы выбрали такой вот бирюзовый оттенок. В принципе, я вижу, что это бьется у нас, да, с текстилем, но на место этого кресла, мне кажется, могло бы стать вот любое, да, именно в этом исполнении по цвету. Есть кресла, которые оформлены в стиле пэтчворк, очень яркие. То есть это такое яркое цветовое пятно в интерьере. Столовый стол. Да, здесь мы определили, когда делали проект, что здесь сразу будет стол стоять, потому что хозяева очень гостеприимные, и они приняли решение, что стол будет стоять все время здесь, на этом месте, поэтому мы здесь уделили ему особое внимание, и здесь большое количество стульев, которое, в принципе, поместилось тоже в этом пространстве. Ну, мне интересно, что оформление вот этими деревянными панелями, оно еще больше, наверное, визуально выделило и торжественность. Да, потому что вот эти панели, они наши простенки закрывают, не очень красивые, которые остались после стройки. И решили, что вот будет вот эта обеденно-столовая зона, и вот эти панели как бы и спрячем, и сразу же оттеним. Удобно? Очень комфортно. Мы не вышли из гостиной, и у нас здесь, давайте скажем, что вот за нами находится кухня, и логично, что здесь сразу такой вот барная стойка, но, на мой взгляд, такая фуршетный столик, да? Есть зона столовой, приходят да, гости. Верно. Она была предусмотрена для хозяина этой квартиры, и для того, чтобы он вышел из кухни, сел и посмотрел телевизор, чашечка кофе. Ну, мне кажется, да, во-первых, она не занимает и не съедает много пространства, не перегружает его, я имею в виду, благодаря цвету, и при этом достаточно удобная и функциональная. Барная стойка сделана из искусственного камня, к нему были куплены барные стульчики, на котором мы сейчас находимся, сидим. И, в принципе, я считаю, что это довольно приятное место. Я впервые сама тоже села за это место, и очень хорошо смотреть телевизор, все видно. Ой, как бы нам не было удобно, нам все равно придется встать для того, чтобы рассказать. Мы сказали, что за нашими спинами находится кухня, и та же конструкция, да, распашного витражного полотна. Она ведет нас сейчас, эта дверь ведет нас в кухню. Красивое сочетание цветов канареечного, да, вот ярко-желтый, в принципе, такие цветные фрагменты, но сама кухня, она у нас. Да, кухня выполнена у нас в монохроме, в белом цвете. Тоже сначала думали, что немножко молочный включен, но решили, что белая все же она осталась у нас сразу же, и мы решили, что так будет. Здесь я предложила хозяйке поставить небольшой остров, в принципе, площадь 21 квадрат, и многие, может быть, скажут, что тесновато, но я считаю, что где можно поставить остров, я всегда в проектах стараюсь поставить их, они всегда очень красиво, модно выглядят. Ну и потом они функциональны, потому что же не просто, да, они вот все столешница. работают, да. У нас есть полочки, в них есть полочки, дополнительные. дверцы, которые мы можем тоже открыть и положить какую-то утварь туда. С той стороны у нас сделан такой проемчик для ног, и мы поставили туда барные стулья. При этом я должна сказать, вот, например, хозяйка готовит, у нас все под рукой, и благодаря тому, что у нас нестандартный дверной проем в гостиную, мы видим телевизор, хозяйка хозяйничает. Совершенно верно. Вы И совершенно это вот верно заметили, удобно. что здесь не хотели мы ставить специальный телевизор, для этого был
куплен большой экран, чтобы хозяйка как раз, вот как вы показываете сейчас, здесь делала свои рабочие дела, угощала мужа и семью и при этом смотрела телевизор. Я двумя руками за остров на кухне, если это возможно и позволяет квадратура. Что касается монохромного белого цвета, тем не менее, благодаря фасадам, которые у нас идут вот все-таки С подсветочкой. благодаря тому, что подобрана у нас плитка под мозаику с эффектом перламутра, очень красивая. И красивая люстра тоже. Не смотрится монохромным. Нет, я вот к чему, да, здесь все это элементы начала. есть те, которые специально сделаны для того, чтобы разбавить этот монохром. То есть это красивая люстра от компании «Эгло» с золотым внутренним оформлением. Также к нему поддержаны шторы, наши портьеры очень красивые. И к нему добавлены такие желтые пятнышки в виде стульчиков. И в продолжении, потому что я, честно сказать, думала, что это единая конструкция, остров переходит в стол. Нет, это просто столик для завтраков, для посиделок. Принятия пищи, потому что стол имеет обычный размер стандартный 75 сантиметров, а барная стойка имеет 90 сантиметров. Поэтому кушать за барной стойкой не всегда удобно. И поэтому я предложила вот сделать такой столик, который стоит вплотную к барной стойке. Мы только что сказали, что люстра компании «Эгло» и, в принципе, все освещение в квартире у нас приобретено здесь. Все чаще и чаще мы в интерьерах встречаем именно люстры данной компании. Это говорит о качестве, безусловно, и о том, что есть возможность выбора. Мы продолжаем наше путешествие вместе с Альмирой Галиевой. Мы сегодня рассказываем о стилевом, достаточно интересном миксе в трехкомнатной квартире. Вернулись к конструкции, витражная конструкция. И у нас, мы говорили, да, что вот две двери, которые ведут в спальне хозяев и спальни сына. Но есть гостевой санузел, и мы сначала говорим об его оформлении. Это гостевой санузел. Мы здесь использовали 3 цвета мозаики. Черный под змею, змеиная кожа, так называемая, и белая. Сделали такие небольшие полосочки, разбили по чертежам и воплотили в жизнь. Давайте скажем про ригель, который несет, да, свое продолжение здесь в ванной комнате. Перерезает наше пространство, тянется через всю квартиру. Но здесь мы решили его просто подшить, закрыть, так за этой плиткой вентшахта. И угловое расположение санузла. Да, так получилось, потому что санузел мы больше никак не могли развернуть для комфортного его применения, поэтому он стал у нас под углом. Здесь мы находимся в хозяйской спальне. Здесь немножко мы отошли от тех оформлений стен, которые были в других комнатах. Мы здесь использовали обои с очень мягким рисунком и очень мягким цветом, потому что я считаю, что в спальне все же, наверное, больше смотрятся обои, они создают уют. И людям здесь, я думаю, будет очень комфортно отдыхать, спать, находиться здесь. В поддержку наших обоев мы подобрали обивку для кровати и такие же у нас портьеры. Вместе с тюлями мы специально все этим занимались, подборкой очень тщательно. Подушечки к этому приложены были. Мы должны сказать, что здесь, вот в этой спальне, есть свой самостоятельный санузел. Благодаря квадратуре вам удалось сделать специально дополнительное пространство и отдать его под... Здесь, собственно говоря, его и не было. Мы его сделали специально по заказу хозяев, для того, чтобы это был их санузел личный. И там мы применили красивую мозаику белую и сделали тоже такой некий монохром в белом цвете. Это комната сына. Да, это комната сына. Она сделана также в белых тонах в основном, потому что мы хотели сделать более темные оттенки. И применили здесь тоже темную бирюзу, яркий акцентик на меховом стульчике, диванчике. На потолке здесь сделали такую конструкцию из досточек и с подсветочкой. И решили, что какой-то элемент, опять же, в такой некий монохром мы должны конструктивным элементом потолочным теперь внести. И получилась вот такая красивая конструкция с подсветочкой. Вы знаете, мне нравится, что в каждой комнате, в каждом пространстве у нас есть какой-то фрагмент достаточно интересный, нестандартный. И в данной комнате здесь вот оформление потолка. Опять же, функционал дополнительная, да, ночная подсветка. Да, это ночная подсветка. Если мы выключим общий свет, он будет отдельно включаться. И молодой человек, который здесь будет в будущем проживать, я думаю, что ему будет очень комфортно. И благодаря разным световым, да, сценариям в темное время суток, мне кажется, каждая подсветка, она работает именно вот на функциональные зоны. Да, она работает зоны. на какую-то зону. Да. Это может быть показаться затратным, когда вы приобретаете много освещения, много приборов, вместо того, чтобы повесить одну центральную люстру, но потом на выходе мы должны сказать, что это намного экономичней, потому что мы экономим на электроэнергии. Да, на электроэнергии, и свет правильно распределен, то есть он распределен правильно над столом,
над диванной зоной и возле шкафа И это непосредственно. комфортно? Да, и для глаза. Для глаз. Мне нравится оформление, вот такое оформление дверного проема. Что касается функционала, то, понятно, да, что здесь у нас появляются шкафы. А что касается в пространстве, как это выглядит, абсолютно ничего не съедается. Квадратура, во-первых, у нас и позволяла. И визуально, благодаря цвету, это выглядит не перегружающе. Опять в проекте все было заложено, и мы решили, что здесь шкафы будут, опять не совсем типовой вариант. Оформили тоже дверной проем, который обычно, как всегда, как мертвая зона, она, как правило, очень часто остается невостребованной. Здесь тоже решили, что будут шкафчики. К нему у нас есть такой стульчик, стремяночка, мы можем ее поднести. Потому что мы говорили о том, что у нас там стоит библиотечные полки. Эту стремянку мы можем использовать также и для шкафов. И не могу, Альмира, мы сказали, да? Про интересный подбор. Ой, Да, это очень интересно. я должна везде посидеть, я должна все это очень попробовать. красивое, интересное кресло, очень красивого цвета. Это настоящая шерсть в оформлении обивки. И она такая эргономичная, очень приятная, удобная. Я куплю себе тоже такое. При этом, мне кажется, абсолютно можно не привязываться к интерьеру, Да, оно это будет смотреться для интересно разного. в любом Да, стиле. абсолютно так. Безусловно, в каждом интерьере есть своя фишка, тот элемент, который становится центральным, ярким, акцентирующим. В этом интерьере мы говорили о витражном оформлении, мы видели его на потолке, мы видели его в оформлении сейчас, шкафа. И он собрал в себя, наверное, основные цвета интерьера и дал такое настроение, И дал заявку. толчок для идей в следующих комнатах. Огромное спасибо, Альмира, за экскурсию. На этом наша программа сегодня подошла к завершению. Мы ждем вас на следующей неделе. До свидания.